кастрюлю, наливаем растительное масло, отправляем луковицу, средними кусочками я ее порезала, чеснок, пассируем 2-3 минуты. Спустя пару минут, вот уже приятный аромат идет от луковицы, с чесночком добавляю морковку. Я ее просто так порезала, можно натереть на крупной терке, как вам больше нравится. И еще 2-3 минутки пассирую вместе с морковкой. На среднем огне, смотрите, чтобы не подгорала луковица. Далее картошка, кабачок или цукини. Тоже все такими средними кусочками. Чем мельче порежете, тем, в принципе, быстрее все приготовится. Но в любом случае потом будем это все взбивать ручным блендером. У меня где-то 300 мл сейчас куриного бульона. Можно обойтись без бульона, просто залить водой. Я сделаю так, немножко бульона и остальную часть водичкой. Проверяем все на мягкость. Уже и морковка, и картошка, и кабачок. Все мягкое. Сейчас можно посолить, поперчить. Наливаем воды буквально так, чтобы она покрыла все овощи. Далее, потом уже, когда будем делать пюре, посмотрите, если слишком густо, можно добавить кипяченой воды. А сейчас пока вот так накрываем крышкой и, в общем, доводим все овощи до мягкости и готовности. Далее добавляем плавленый сырок. Вы можете его просто натереть на терке или порезать кусочками. У меня же он такой кремовой консистенции. Добавляю и хорошенечко сейчас все размешать нужно, чтобы он растворился. Очень такой приятный сейчас сливочный запах. Берем ручной блендер и взбиваем все в пюре. Все, друзья, суп готов. Посмотрите, какая консистенция. Он такой прям супер-супер пюре. Можете добавить жидкость, если вам не нравится такого плана, но мы прям обожаем. Также можете добавить по вкусу еще соли, черного перца. А больше, в принципе, можно еще красную паприку, сладкую. Все, друзья, готовим сейчас сухарики. Берем сковородку, капаем немножко маслица. Сейчас же можно добавить сюда чесночок, любые специи, как вам больше нравится. Я добавлять не буду. И вот обычный домашний хлеб просто порезали такими квадратиками. Он у меня немножко суховатый. Я люблю такой именно использовать. Мы не выбрасываем никогда хлеб, всегда сушим. И потом его используем таким образом. Порезали квадратиками, сейчас на сковородку. И вот так аккуратно на большом огне просто пережариваем сухарики до такого золотистого цвета, как вам больше нравится, можно больше, меньше. Можно, конечно, это делать все в духовке, мне лень, я на сковородке быстрее это все сделаю. Так что вот, ждем, пока они поджарятся, их периодически вот так немножко перемешиваем, и все, практически готово. Итак, друзья, вот он, готовый супчик вместе с сухариками. Смотрите, какая красота. Густой, очень такой сливочный, невероятно вкусный. Если хотите, можете украсить также зеленью, но мы любим вот таким образом. Так что обязательно готовьте. Я уверена, вам понравится. Пишите комментарии, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Еще ставьте колокольчик. Да, ставьте колокольчик. Все. Вот так вот, просто его так сильно нажимайте, чтобы он вот так вот дзин-дзин, так сильно позвенел, чтобы он просто вот так сломался. Да, точно. Все, на этом прощаемся. Всего хорошего. Пока-пока.